К следующему слайду. Здесь мы с вами поговорим о социальном жилье. Ну, в качестве примера видим город Днепр, административные районы и период сравнения всего лишь 1 месяц. Что бросается в глаза, наиболее подешевела недвижимость в Самарском районе. Это спальный такой район, массив, минус 0,41% за месяц. И меньше всего подешевела недвижимость в Соборном районе, минус 0,31% за месяц. Всего, видим, подешевела недвижимость за месяц на 0,36%, но это в целом по городу. А следующий слайд, здесь мы поговорим об аренде. Аренде жилой недвижимости, класс социальное жилье, друзья. Видим сравнение у нас третий квартал 2025 года с четвертым кварталом 2025 года также. И рост за квартал 1,37%. То есть, ну, это достаточно много для аренды. Ну, в дальнейшем, когда будем подводить итоги, поговорим об аренде, сравним с рынком предложений квартир, которые выставлены для продажи. Следующий слайд появился благодаря вам, друзья. Я на протяжении многого времени вы просили меня, Андрей, пожалуйста, покажите, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Вот я сделал такой слайд на примере самого большого класса рынка недвижимости, это социальное жилье. Давайте попробуем разобраться. Итак, поквартальные исследования, март 2022 год, война началась в феврале 2022 года, 24 февраля. Итак, $626 за квадратный метр. Первый год войны снижение было порядка 9%. Второй год мы видели, что рынок встал на паузу. Это связано с тем, что, если вы помните, а я хорошо помню это время, значит, действительно, войска Российской Федерации отошли Харьковской области, Сумской, Черниговской. То есть нам с телевизоров говорили, что война закончится в этом году, и будем пить кофе там на набережной Ялте, Ялтинской набережной, точнее так, да. Но не получилось, как так сказать, как говорилось. Третий год войны показал нам снижение порядка 14% в годовом измерении. Ну и, друзья, видим, что с июня месяца 2025 года с какого-то перепуга рынок недвижимости, жилой, в данном случае социальное жилье, стал показывать динамику роста. Но надо отдать должное, в Харькове и в Одессе, да, там весь 2025 год мы видели рост стоимости, а в Днепре только ну, получается с третьего квартала. Но видим, что произошло в январе-феврале. Видим, что стоимость квадратного метра стала медленно и уверенно снижаться. Я предполагаю, что это начало трендов, то есть эти тенденции мы будем наблюдать на протяжении всего года. Тенденции снижения стоимости квадратного метра. В целом, друзья, вот здесь табличка такая, да, экселевская, посчитали за вас, за меня. Снижение за 4 года войны в целом минус 12,46%. Друзья, именно 12,46%. Кто-то мне говорит, Андрей, да не может этого быть. Что это у тебя за цифры такие, что в месяц у тебя там на 0,30% снижается. Друзья, ну вот смотрите, я в отличие там, от тех, кто мне там пишет, совершенно, так сказать, не понимая ну, в данном вопросе ничего, или поверхностно где-то слышал о каком-то там, так сказать, стат погрешности, я применяю в своих исследованиях научную методологию. Я показываю вам статистику, да, вы видите данные, которые, в общем-то, их можно потрогать, их можно разделить, да, ну, сделать там какие-то действия математические с ними. И, друзья, совершенно, как для меня очевидно, что рынок недвижимости не может показывать динамику снижения, там кто говорит на 60%, кто на 70% роста, ну, кому что приснилось. Почему? Во-первых, это не фондовый рынок. Фондовый рынок, там, где торгуются ценные бумаги, да, это спекулятивный рынок, там действительно за одну торговую сессию можно, в общем-то, стать или богатым, или нищим.
За рынком недвижимости, а мы говорим о вторичном рынке, стоят, друзья, что люди. И продать просто квартиру с какого-то перепуга, как я люблю говорить, как правило, люди это не делают. То есть, если продается квартира, покупается что-то взамен. То есть, именно поэтому рынок недвижимости ведет себя достаточно, ну, инерция присутствует, но обвал, что произошел, я помню за весь период, когда я уже был взрослый, самостоятельный человек, уже занимался данной проблематикой. Это 2008 год. Это первый экономический кризис, кстати, был еще, когда Россия только что, ну, Украина разделилась от России. Тогда мы наблюдали, что рынок достаточно серьезно за первые полгода просел. И 2008 год, это тоже второй экономический кризис, ну, за мою жизнь, по крайней мере, я видел это. Тоже достаточно сильно за первые полгода, тоже где-то процентов на 25, но это не за месяц, а за полгода рынок недвижимости просел. Ну и видим с начала войны, это экономический кризис, и понятно, что война, рынок недвижимости, друзья, в целом, вот давайте еще раз повторюсь, внизу данные, можете сами посчитать, подешевел на 12,46%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о эконом-комфорт бизнес-классе. Это вторичный рынок, который подешевел на 0,25%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, ну и в данном случае снижение также в процентном соотношении. Следующий слайд. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожал на 0,39%. Так, следующий слайд. Это первичный рынок комфорт бизнес-класс. Два класса попали в выборку. Здесь рост плюс 0,43%. Вы можете посмотреть, значит, в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Видим, да, очень сильно отличается по админрайонам. Ну и, конечно же, рост также по административным районам. Следующий слайд – это первичный рынок квартиры элитного класса. Они подорожали на 0,77%. Хочу обратить ваше внимание, что квартиры данного класса продаются и строятся, точнее, Шевченковский, центральная часть города, Соборный, ну это центральный и так район практически, ну и центральный район. И в зависимости от локации вы видите, как сильно меняется стоимость квадратного метра одной и той же недвижимости, одного и того же класса. Друзья,